прошедшую субботу был День работников атомной промышленности. Я поздравляю всех с небольшим опозданием, но поздравляю всех, кто причастен к нашей атомной промышленности. И это не только мирный атом, но и это скажем так, в связи с новостями прошлой недели об изменениях в доктрине о ядерной безопасности страны, да, это еще и тот щит, который более 70 лет, скажем так, сдерживает очень многих от разных непотребных мыслей. Я думаю, тебе есть с чем поздравить работников всей атомной промышленности и сказать несколько слов. Ну, совершенно верно. Чтобы иметь ядерную доктрину и вносить в нее изменения, надо иметь ядерный оружейный комплекс. Росатом у нас, как известно, один, но в двух лицах. Есть Атомэнергопром, где вся гражданская промышленность, и дирекция ядерного оружейного комплекса во главе с Олегом Никандровичем Шубиным. Опять вот такая традиция. Вроде у нас сейчас открытые времена, но я уверен, что далеко не все скажут, кто у нас главный по ядерному оружейному комплексу. А может, и не надо. Нет, это открытые источники. Ну, хоть одна фамилия должна быть известна. Поэтому вот каких-то людей надо. Вот действительно, ни для кого особого секрета не представляет, что наш атомный проект вышел из солдатской шинели. Прежде чем обеспечить себе возможностью заниматься атомной энергетикой, мирным направлением атома, необходимо было выстраивать барьеры против любителей демократизировать кого ни попадя. Основные работы как бы стартовали в 1945 году, когда стало ясно, как выглядит демократия по-американски, но 28 сентября 1942 года, это день выхода постановления Государственного комитета обороны о возобновлении работ по урану. Один из пунктов, там их целых 8, они вполне конкретные, время было военное, поэтому там какие-то общие фразы говорить было некогда. Поручение Академии наук Союза Советских Социалистических Республик о создании специализированной лаборатории атомного ядра. Разумеется, это документ с грифом ССОП, совершенно секретная особая папка. Лаборатория была создана, ну, для того, чтобы вот название вот так не всплывало, лаборатория номер 2. Говорить о том, что все было выполнено быстро и безукоризненно, тоже нельзя. Время военное, все наши атомные специалисты не находились где-то в одном месте, работали на то, что было необходимо, на оборону. Тот же Игорь Курчатов занимался работами по защите корпусов судов от магнитных мин. Такая вот специфическая работа. Поэтому не все так быстро получилось. Собственно говоря, лаборатория номер 2 по поручению Президиума Академии наук была создана практически через полгода, 12 апреля. Но это с одной стороны. С другой стороны, совершенно последовательно двигался сам Государственный комитет обороны. Уже 27 ноября вышло еще одно постановление о добыче урана. Очень такое коротенькое название. С этого момента, для того, чтобы обеспечить возможность атомную энергетику осваивать, начались работы по освоению урановых месторождений. Урановых месторождений у нас на тот момент было целое одно. Табашар, ныне территория Киргизии, открытый в 1924 году. То есть вот все начиналось оттуда, и все истории о том, как добывали урановую руду и на осликах вывозили, да, это чистая правда. Именно в таком темпе вот все это происходило. То есть прежде чем строить дороги, надо уже было давать уран, прежде чем обеспечивать инфраструктуру, все вот в таком темпе это и происходило. Разумеется, когда мы говорим об атомном проекте, вспоминаем прежде всего об Игоре Васильевиче Курчатове, научном руководителе проекта, о главном менеджере проекта Лаврентии Павловиче Берии. Роль разведки, причем не только разведки НКВД, но и Главного управления разведки действительно очень велика. Иногда любят порассуждать, чей вклад был весомее. Я бы предложил не взвешивать. Труд был общий, коллективный, и высчитывать, кто сколько сделал, а в чем единица измерения. По оценкам самого Игоря Курчатова, стараниями специалистов разведки, работы были ускорены года на 3. Ну, вот что такое 3 года в тех условиях?
не исключено, что мог состояться один из планов ядерной бомбардировки городов Советского Союза. Ну, в чем будем измерять? В неразрушенных городах, в сохранившихся жизнях, темпы, с которыми обязаны были работать, все истории, которые мы там, по-моему, в сериале «Бомба» наблюдали о том, как страшные НКВДшники заставляли ученых работать, ученые прекрасно понимали, против чего они сражаются, подстегивать никого не надо было. Основные вехи тоже достаточно хорошо известны. Уже в декабре, 25 декабря 1946 года был запущен первый физический реактор, осуществлена цепная реакция деления, управляемая. Впервые в Евразии, собственно говоря, до того момента реакторы имелись только у Соединенных Штатов. Сразу же, практически сразу, по получению первых результатов началось строительство первого нашего промышленного реактора по наработке оружейного плутония. Первые бомбы были именно плутониевые. Нынешний город Озерск – это совершенно сумасшедшая работа. Проектирование одновременно с работой ученых. Хорошо, что теперь есть фундамент, и этого повторять не надо. Речь о фундаменте, потому что первоначально яма под фундамент первого реактора была предусмотрена глубиной 10 метров. И это Урал, это зима, тяжелейшие работы. Из средств механизации только тачки. К тому времени, когда заканчивали 10 метров, специалисты Курчатова пересчитали, попросили углубить в 2 раза. Ну и так далее. Яма под фундамент закончилась на отметке минус 53 метра. В том числе 20 метров скального грунта. Все знали, что он есть, но никто не знал, что надо идти ниже и ниже. Но, тем не менее, все это было сделано. Был построен не только реактор, но и радиотехнический завод. То есть там, где, собственно говоря, из облученного топлива извлекали плутоний. И третье предприятие, там, где металлический плутоний формировался уже в будущие боезаряды. И пуск промышленного реактора лета 1948 года, июнь, там, с постепенным набором мощности, пуск давал сам Игорь Курчатов. 19 июня 1948 года все, он вышел на проектный режим, с той поры и работал. Результат его работы тоже известен. Успешный взрыв первой атомной бомбы 29 августа 1949 года. Причем по оценкам американских специалистов, раньше, чем в 1954-1955 году Советский Союз это сделать не мог ни при каких обстоятельствах. Тем не менее, люди, участвовавшие в атомном проекте, сумели этого добиться. Была создана вся промышленность с нуля. Это же не только труд ученых, это и материаловеды, и новые материалы, которых никогда раньше не производили. Общие расходы на атомный проект, финансовые расходы, совпадают с финансовыми расходами на Великую Отечественную войну. Это в условиях разрушенной промышленности, сожженных европейцами наших городов. Как не каждый немец фашист, не каждый участник нападения на Советский Союз фашист. Ну, они же европейцы, правильно? И не каждый был немец. Дело же не только в немцах. 22 июня 1941 года это и те же французы, и финны, и венгры, и румыны, и итальянцы, и замечательная голубая дивизия из Испании пожаловала. Так что, да, Европа пыталась сжечь и уничтожить нашу страну. Просто надо называть вещи своими именами. Мы все это выдержали. А что касается прорыва в атомную энергетику, то планы об этом возникли уже в 1946 году. Зафиксировано протоколом заседания научно-технического совета спецкомитета. То есть вот ученые проговорили. Все тщательно было запротоколировано. То есть идеи о том, как именно это делать, были, но первое время до создания атомного оружия было точно не до этого. Ну, а на день сегодняшний, что такое Росатом, если не считать гвардия товарища Шубина, это более 450 компаний, более 400 тысяч человек в отрасли, которая развивается не только как атомная энергетическая, но и как энергетическая и не атомная, как атомная, но не энергетическая, и как совсем не энергетическая и совсем не атомная. То есть Росатом у нас действительно закрывает очень многие направления. Очень многие. Одно из новых наших национальных проектов –
новая энергетика. Прежде всего, одна из основных целей – это укрепление лидерства Росатома на международной арене. О том, что это лидерство есть, это не квасной патриотизм, который из нас с собой прет. Это слова генерального директора МАГАТЭ Гросси. Во всем мире это признано. И один из косвенных результатов, которые мы видим, то, что на Росатом никакие санкции не распространяются. На мой взгляд, мораль очень проста. Надо добиться такого уровня развития, чтобы слово «санкции» к России уже прилепить-то вообще невозможно было. К чему мы, собственно говоря, и стремимся. Так что, действительно, с праздником, который обеспечивает независимость нашей страны, вне зависимости от того, как она называется, и с праздником тех людей, которые обеспечивают невозможность нарушения стратегического баланса сил. Я уверен, что ядерный оружейный комплекс развивается вполне успешно, и свидетельством о том совсем недавнее заявление Владимира Путина. С праздником! Присоединюсь. Всех с праздником, прошедшим праздником работников атомной промышленности. Тем более, что, как выясняется, мы все имеем самое прямое к нему отношение. Если бы не было этого комплекса, шелестить бы нам радиоактивным пеплом по руинам городов. Ой, что-то ты как-то Я пессимистичен. про американскую демократию, не более того. Ну, давай подождем американскую демократию, у них там скоро выборы и так далее, посмотрим, что они там себе демократичат дальше. А теперь... Я желаю того, чтобы эти выборы закончились 50/50 с точностью до одного бюллетеня, чтобы им было не скучно у себя в стране. Подсчитать, пересчитать все. Выяснить, кто прав, кто виноват. Теперь давай перейдем, наверное, к международному форуму. Я в этом году был на... не скажу на массе, но на нескольких крупнейших международных форумах. Да, это и Питерский экономический форум, это и Восточный экономический форум, это и различные конгрессы. Но вот то, что касается нашей с тобой программы, да, это был самый, наверное, профильный. Это была Российская энергетическая неделя. Мне удалось побывать на обеих площадках, и в Манеже, и в гостином дворе, да. Удалось послушать и выступление главы Росатома Алексея Лихачева и, естественно, Владимира Владимировича. Вот давай, наверное, разделим твои впечатления от этого форума на две части. Да? Какие-то общие впечатления и то, что тебе больше всего запомнилось с панели. Понятно, что мы с тобой не разберем 55 панелей, по-моему, 350 спикеров. Это все мы не разберем. Давай, наверное, оттолкнемся от каких-то знаковых. Мне очень запомнилось выступление главы Росатома на панели, где он очень четко заявил о том, что да, его предприятие, которым он руководит, да, отрасль, которой он руководит, это фактически отрасль, которая обеспечивает суверенитет России. Ну, собственно говоря, об этом мы говорили. И одна из тех традиций, которую Росатом со времен становления нашего атомного проекта сохранил вполне успешно. То есть, если говорить о том, как организационно все это выглядело, как выглядела властная вертикаль внутри сначала спецкомитета, потом Министерства среднего машиностроения. Ну, собственно говоря, все простенько. Был руководитель страны Иосиф Виссарионович Сталин, был главный менеджер проекта, так скажем, главный организатор Лаврентий Павлович Берия и, соответственно, Игорь Васильевич Курчатов, как научный руководитель. Корпорация «Росатом» напрямую подчиняется президенту России в соответствии с уставом Росатома. Исполнительным лицом и исполнительным органом Росатома является генеральный директор. Точка. Ну и Олег Никандрович Шубин как глава дирекции ядерного оружейного комплекса. То есть вот так же. Вот так же персональная ответственность насквозь, без дополнительных структур, которые между этими людьми есть. И это, на мой взгляд, одна из причин того, каких результатов достиг Росатом. Если говорить общее впечатление, на мой взгляд, информационное, так скажем, придерживание информации о реализуемых проектах видна невооруженным глазом. Если вы заметили, то пленарное заседание с выступлением президента России обошлось без участия журналистов. То есть вот это шоу, которое было традиционным,
кто-то из иностранных модераторов с очень умными вопросами в адрес Владимира Владимировича, вот все это исчезло, так, растворилось. Вот это не надо, это неинтересно, потому что все предыдущие 6 российских энергетических недель, это вот Comedy Club недавно закрыли, я думаю, что это из-за зависти вот такой, потому что то, что спрашивали у президента России американские журналисты, это отдельное произведение. И Жванецкий с Задорновым тоже бледнели бы от того, что там приходилось выслушивать и на что приходилось отвечать. Еще один такой, очевидный принцип, вернее, признак того, что мы на закрытость идем, не было ни одной сессии, посвященной Северному морскому пути. То есть это наше внутреннее дело России. Мы не обязаны рекламировать то, что мы там делаем. И не было ни одной сессии, посвященной производству сжиженного природного газа. Причина, на мой взгляд, вполне очевидна. Есть то, о чем можно говорить, есть то, о чем говорить нельзя. Да, об изоляции России, это все совершенно традиционно. 5000 участников, 85 государств, 1200 энергетических компаний, и так далее, и так далее. То есть изоленты опять не хватило, опять что-то не получилось. Из международных организаций, таких знаковых на самом деле, от МАГАТЭ участвовал только представитель самой России, то есть наш человек с нами. Было руководство Федерации стран-экспортеров газа. Кроме общих фраз о том, что и дальше, и больше, и лучше мы ничего не услышали, очевидно, были какие-то закрытые части форума, не предназначенные для прессы и для посторонних зрителей. И был БРИКС. БРИКС можно оценивать по-разному. Я оцениваю со своей точки зрения. Если суммировать объемы, проще всего по нефти, это самая открытая часть торговли, обменов первичными энергетическими ресурсами. Если с этой точки зрения на БРИКС смотреть, то внутри БРИКС 40% добываемой на планете нефти и 40% потребления нефти и нефтепродуктов. Я думаю, поэтому такое пристальное, недоброе внимание с той стороны наших западных границ, форум в Казани, что такое 40 на 40? То есть решить организационные вопросы, какую-то валюту, какую-то систему биржевую, и, собственно говоря, нам все остальные не нужны. То есть мы можем замкнуться, вы можете жить там как хотите. Понятно, что это заставляет нервничать, пусть нервничают, это полезно. Из того, что не понравилось, то, что Владимир Владимирович заговорил о необходимости разработки энергетической стратегии на период до 2050 года, на моей памяти он это сделал 6-й раз. Я ничего не хочу сказать, но когда президент 6 раз повторяет в адрес правительства одни и те же слова, наверное, что-то надо в этой консерватории поправить. Впервые он об этом заговорил в 2022 году, в 2023 году. Каждый раз сроки были до конца года. У нас почему-то не принято подводить итоги выполнения поручений президента. Все мягко. Я надеюсь, что в этот раз Владимир Владимирович все-таки наше правительство услышит. Хочется в это верить. Конец года не за горами. Работы у Министерства энергетики более чем достаточно, потому что помимо стратегии, энергетической стратегии на период до 2050 года по поручению президента необходимо до конца года успеть разработать отдельную программу развития энергетики Дальнего Востока. Если кто-то забыл, 13 субъектов федерации, и там действительно особые условия. Кроме того, не просто так я вспомнил про БРИКС. Было и совещание министров энергетики стран, входящих в это объединение. И, кроме того, состоялось заседание, сейчас, чтобы не ошибиться, как это правильно называется, Координационный совет... Нет. Платформа энергетических исследований БРИКС. То есть БРИКС начинает оценивать, в каком состоянии находится энергетика в каждой стране, кому чего не хватает, как дополнить друг друга так, чтобы не было необходимости прибегать к помощи иностранных специалистов, так скажем. И отдельное заседание, я пока еще не нашел видео, в том самом гостином дворе, посвященная проблемам стандартизации внутри БРИКС. Вроде бы такая полубюрократическая тема, но, грубо говоря, если мы
выпускаем оборудование для нефти, оно должно подойти и специалистам соответствующим и в Бразилии, и в Китае, ну и И наоборот. в Южной Африке. И наоборот, если это выпускается там, то это должно подходить под наши проекты без дополнительных усилий. Огромная большая работа, потому что объединение возникло, в общем-то, совсем недавно. Каждый шел в своем направлении, вот сейчас все это надо как-то совмещать. Если эта работа будет произведена, ну, не буду повторяться, 40/40, если в Казани на большом форуме состоится расширение, то... А то, что мировая экономика зиждется на торговле нефтью, это чистая правда. Если посмотреть по уровню капитализации нефтяного сектора, по тому количеству денег, которые вращаются в нефтяном секторе, на втором месте металлы. Если пересчитывать в долларах, то отставание не на проценты, а в разы. В 12 раз менее капиталоемкая отрасль. Вот со всеми отсюда вытекающими. Результатов заседания специалистов энергетики из стран БРИКС мы не видим, мы не слышим, мы не знаем. На мой взгляд, это правильно. Тот случай, когда голливудский подход, прежде чем что-то сделать, надо снять 22 фильма, и если об этом не рассказали по CNN, то вообще проект не состоялся. Пусть они у себя там балуются в нынешних условиях. А, на мой взгляд, холодная война, собственно говоря, никогда не заканчивалась. Все говорят про новую, а я все спрашиваю, а предыдущая когда закончилась, дату можете назвать? Что-то никто не говорит. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.